Всем привет! Пока Левша ненадолго отошел от дел, я решил пробовать свои силы. Это мой первый мастер-класс, и я расскажу о позициях для средних танков на карте Redshirt. Характер рельефа Redshirt холмистый, что позволяет прятаться за склонами и реализовывать преимущества средних танков. То есть быстро перетягиваться между позициями и вести огонь на средних дистанциях. Здесь три основных направления атаки. В правой части карты есть небольшое ущелье, которая подходит для позиционных перестрелок. Центр карты представляет собой очень длинную и высокую горку. Для нас это довольно рискованная позиция, ведь она простреливается чуть ли не с любой точки. С другой стороны, вам тоже все прекрасно будет видно. В левой части карты низина. Это самое трудное направление атаки. Почти нету сейвов, и вас спокойно сможет расстрелять противник с центрального холма. Если вы едете туда, будьте аккуратны, это очень рискованно. Теперь я расскажу о позициях и прострелах. Начнем с верхнего респауна. Из позиции на D9 имеется прострел по танкам на склоне F4, G5. Если врагов не видно, отправляемся на нулевую линию. Здесь особенно хорошо себя будут чувствовать СТ с большим УВНом и крепкой башней. С этой позиции легко светить всю нулевую линию и встречать противников. А если подняться чуть выше, то можно простреливать танки на все том же склоне в F4, G5, но если у врагов есть артиллерия, то она сможет поломать вам кабину, поэтому советую быть аккуратнее. На быстром среднем танке в начале боя можно занять этот куст D7. Отсюда светятся танки противника, едущие на нулевую линию, а также центр города. Если вы видите, что нет противника на склоне в F4, то вы сможете его спокойно занять. Отсюда есть пристрелы по первой линии и по нагло выставляющимся танкам на нулевой линии. Кроме того, отсюда хорошо видна база противника. Первую линию удобно контролировать из позиции на E1. Рельеф поможет вам спрятать большую часть танка. Еще отсюда хорошо виден склон на F4. Советую держаться ближе к камням. Так артиллерия противника будет труднее вас задеть, да и танкам соперника будет нелегко вас достать. После того, как на первой линии не останется врагов, вы сразу же сможете поехать через К-линию и убить артиллерию противника. Теперь про нижний рез. Из куста на F9 можно светить танки, проезжающие на нулевую линию. Дальше можно встать под эту горку и встречать танки противника, прячась за рельефом. Не забывайте про артиллерию, эта позиция хорошо и простреливается. Играя с нижнего респа первую линию, вы сильно рискуете. Но если танков противника там не окажется, то вы сможете проехать в Е1 и спокойно расстреливать склон горы со стороны противника. Затем отправляйтесь на поиски арты в этой области. Потом уже из этой ямы на А4 можно расстреливать вражескую базу. Если все получится, то за такой бой вы получите кучу опыта и серебра. Проехав позицию на Е3, вы сможете подловить танки, что едут на первую линию. Но при этом вы очень сильно рискуете, ведь если не будет поддержки союзников, враги рано или поздно перевалятся через гору и уничтожат вас. Еще можно сыграть так. Сразу проезжайте позицию на Е7, это убережет вашу команду от возможного подсвета из ближайшего куста. После проезжайте дальше под холм. Отсюда есть возможность осветить и расстреливать танки соперника, которые движутся к нулевой линии. Из позиции на G5 имеются прострелы по нулевой линии. Также отсюда вы можете стрелять по танкам на центральном холме D7, C8. На этом все. Пишите, о чем вы хотели бы узнать, подписывайтесь на наш киберспортивный канал и болейте за Unity в финале Gold Series. Всем пока!